И в третьей части видео я покажу, каким образом мы будем использовать распечатанный нами на 3D принтере шаблон, трафарет, для того, чтобы сшить простейшее изделие из кожи. Это карт-холдер. Для этого нам потребуется кусок кожи. В данном случае я буду использовать кожу Pueblo итальянского производства. Она хорошая, дорогая. Ну, вы можете для пробы использовать абсолютно любую другую кожу. Желательно, чтобы она была растительного дубления. Ну, если нет, будет хромового дубления или вообще непонятно какого дубления, можно использовать и ее. Значит, есть кожа, есть шаблон. Нам нужно перевести этот шаблон на эту кожу. Для этого можно использовать несколько вариантов. Первый вариант — это шило, обычное шило. Мы возьмем и просто вот так вот процарапаем. Второй вариант — это специальные стержни, которые предназначены для рисования на ткани, на коже. Они такого серебристого цвета, очень хорошо видны. Вот видите вариант. Таким образом можно оставить следы, нарисовать что-то на коже, и со временем вот эта серебристая краска, она сотрется, и она не будет видна уже потом. Я говорю, я сделаю специально несколько вариантов, для того, чтобы было понятно, что не обязательно использовать какие-то специальные вещи, а можно использовать абсолютно все то, что у вас есть в доме. Так, теперь нам нужно наметить отверстия, через которые будем прошивать ниткой. На самом деле можно все было не намечать, отметить какие-то крайние, а потом эти отверстия, я померил, они сделаны в 5 мм друг от друга шагом. И пробойник у меня есть с шагом 5 мм. Вот мы его и будем использовать. Если нет пробойника, я вам покажу, как мы это сделаем просто обычным шилом. Так, вроде все. Контур обвели, внутренне обвели, отверстие наметили. Теперь можно снимать наш шаблон, и он, в принципе, нам уже больше не нужен пока. Видим на коже следы, где будем пробивать, следы, что мы будем вырезать. Значит, дальше желательно, когда режете, прорезать так, чтобы нож был с наружной стороны изделия, чтобы мы его не попортили. Если за один раз вы не уверены, что прорезали, несколько раз можно провести. Ничего страшного в этом нет. Вот видите, я здесь чуть-чуть не дорезал. Можно потом просто вот так вот чуть-чуть дорезать. Все. Вот этот радиус, я вижу, что он не совсем удобно прорезать сначала прямую линию, потом радиус, поэтому я просто еще прорежу по этой линии вот этот радиус. Даже можно в принципе не использовать никакой шаблон для этого радиуса, просто вот так вот. Вот у нас есть одна точка. Вот этот радиус тоже можем сразу прорезать. Вот у нас одна точка прореза, вот вторая точка прореза. И мы их сейчас просто соединим. И осталось дорезать вот эту верхнюю часть до конца. Покажу, что можно в принципе, если у вас рука твердая, можете работать и без линейки. Можно прорезать и так. Радиусы можно прорезать вручную, как делаю сейчас я. А можно использовать удобный для вас шаблон. Допустим, существуют вот такого рода шаблоны. Прикладываете
и прорезаете потом. Ну, либо под рукой может быть оказаться монетка. То же самое приложили и так вот ножом ее просто обрезали. Я вам сейчас покажу, что можно и вручную. Если у вас хорошо поставлена рука, то можно, в принципе, обойтись и без шаблона. И теперь смотрите, можно использовать вот такую монетку. Приложили, придавили и вот так вот. Вот. И получился у вас заданный радиус. Ну, либо можете подобрать вот монетка 24 миллиметра, наверное, примерно. То же самое можно подобрать здесь из такого шаблона краешком. Все. Так, кончики готовы. Нам еще нужно вот эти вот кусочки изделия. Я специально показываю просто разные способы. Может быть, у меня не совсем сейчас аккуратно получается, но это вот как раз таки тот вариант, когда мы делаем без специальных каких-то инструментов, стараемся это сделать. Может быть, будет чуть-чуть неаккуратно, но это наше первое, скажем так, изделие. Так, края обрезали. Теперь надо обрезать, вырезать внутреннюю часть. Я просто буду резать рукой. На самом деле на краешке, вот на эти радиусы, есть специальный инструмент. Я тоже опять же покажу вам. Вот такие вот для прорезания отверстий круглого диаметра высечники. Вот такие вот высечники для того, чтобы мы могли радиусы высекать. Одним ударом высекаются радиусы. Ну, это все у вас появится тогда, когда вы уже будете заниматься, и будет более ровные края получаться у вас. Сейчас мы обойдемся без всего этого. Вот, заготовка готова. Теперь нам нужно пробить отверстие еще, через которое мы будем прошивать. Значит, покажу первый вариант. Это кожа и шило. Значит, долгий вариант. Ну, у нас изделие небольшое. Наверное, если это видео вдруг почему-то смотрят люди, которые занимаются кожей, сейчас за голову хватается, чем он сейчас занимается. Что я такое делаю. У нас же инструмента специального нету. Мы же только начинаем заниматься кожевенным делом. Поэтому я и делаю вот таким способом. Причем, кстати, я делаю это вообще в первый раз в жизни. Вот реально шилом я делаю в первый раз в жизни. Когда я делал свое первое изделие, я уже купил самые дешевые китайские пробойники и пробивал уже пробойниками. Вот. Ну, в принципе, я вам один вариант показал. Тот, который используется, обычное шило. И вот он работает. Теперь покажу, скажем так, нормальный вариант, когда, если бы у вас уже было приобретено такая штука, как пробойник. Как работает с пробойником? Пробойники бывают различные. Сейчас мы про них говорить ничего не будем. Мы просто покажу вам, как это можно делать очень-очень быстро. Вот таким движением, нехитрым, делается сразу много отверстий. Так, здесь на радиусе, поэтому берем пробойник с двумя иголками.
Опять напрямую выходим. Раз, один удар. И в принципе, вон видите, сколько сразу же ровненьких, красивеньких дырочек, отверстий у нас получается. Опять прямая. Радиус. Так. Немножко повеселее, да? Ну, пробойник стоит денег. Хороший пробойник стоит больших денег. Это пробойник у меня, кстати, я еще почти, наверное, не работал. Это пробойник фирмы Вута. Неплохая китайская фирма, которая делает много инструмента для кожевенников. Все. Вот видите, сколько я времени потратил на пробивание отверстий шилом и сколько времени я потратил на пробивание отверстия пробойниками. Естественно, это скорость, это более качественные получились у нас отверстия, более красивые. Ну, ничего страшного, это изделие делаем мы для себя. Так, теперь нам нужно обработать края. Обрабатывать края я тоже буду двумя способами. Первый способ это, ну, пускай он будет такой дорогой способ, когда используется вот такой кромкорез. Они разных размеров бывают, разные формы бывают, разных производителей, естественно. И у меня вот производитель, даже не знаю какой, какой-то no name. Ну, в принципе, неплохой. Он работает, а что нам еще надо? Значит, попробуем. Так, нижнюю часть я обработаю потом вручную. А это вот я показываю, для чего он нужен. Он нужен для того, чтобы нам вот эту часть кромки, наверное, догадались из названия, срезать. Дальше я верхнюю кромку обработаю с помощью специального средства. Возьму вот такое средство, токанол. Это такая жидкость, которая помогает нам, если это кожа растительного дубления, очень хорошо загладить ее, чтобы она была красивой. Надо понимать просто еще, когда таким работы делаешь первый раз, понимать, как ты это изделие будет собираться, что какие кромки будут видимые, какие будут невидимые, какие-то кромки можно не обрабатывать. Дальше приходит такой инструмент, сликером называется. Это специальный инструмент для того, чтобы можно было красиво загладить кромки. Если вы занимаетесь этим делом уже серьезно, у вас может появиться уже электроинструмент, вот такие вот насадки. И этот процесс можно еще более ускорить. Поток производственный. Вот теперь посмотрите. Вот кромка уже обработанная. Вот она так вот выглядит. А вот не обработанная. Да, это же лучше выглядит. Вот для этого и обрабатываем. Я уже в начале видео говорил, что можно использовать для обработки кромки вот вместо такого жидкости токанола можно использовать КМЦ клей, ПВА клей, разведенный водой, и просто можно воду. Если у вас кожа, повторюсь, растительного дубления, она вот заглаживается в принципе хорошо и водой. Все. Пускай будет так, мы не стремимся к идеалу. Готово. Теперь у нас следующий этап. Это изделие нужно собирать. Оно простое, поэтому ничего мы тут придумывать не будем. Нам нужно его склеить сначала, а потом прошить. Я буду использовать специальный клей, но поверьте мне, если вы будете использовать клей вот такой, обычный контактный клей, ничего не испортится. Я просто не хочу сейчас заморачиваться, он такой немножко тягучий и больше грязи получится. Но поверьте мне, можно и этот, они ничем по большому счету не отличаются по качеству. Нам нужно зафиксировать кожу, чтобы перед прошивкой. Поэтому я просто буду для ускорения, для удобства использовать вот этот клей. По большому счету можете и пальцем это все сделать.
оставить на, ну не знаю, минут 8, чтобы он просто полежал и подсох. Ну вот прошло примерно 8 минут, и теперь можно вот эту две части склеивать. Для того, чтобы склеивалось ровно, мы должны будем попасть так, чтобы дырочки, которые мы пробили, были напротив друг друга. Для того, чтобы свести правильно, я буду использовать иголки, там все что угодно можно использовать. Ну, допустим, те же самые, просто говорю, обычные иголки. Посмотрим, какие отверстия должны быть напротив друг друга. И пока вот так вот пробуем, не склеивая, а просто через эти отверстия продеваем иголки. Допустим, раз, два, три, четыре. 3 отверстия от этой иголки, 3 отверстия сюда, в четвертую втыкаем. Раз, два, три, 4. Четвертую, 3, 4. Все. Воткнули. И мы понимаем, что вот между этими отверстиями уже у нас как бы попадут опять. Раз, два, три, 4. Ну, давайте в пятую воткнем. То есть 4 должно быть пропуска, и пятый втыкаем. 4 пропуска, в пятую втыкаем. Все. И эти две последние. Даже последнюю. И это сюда вот. Все. Мы отверстия свели напротив друг друга. И теперь так вот по чуть-чуть, аккуратненько начинаем сводить края кожи друг к другу, чтобы быть уверенными, что у нас отверстия попадут друг напротив друга. Если что-то здесь вот кажется, что что-то неровно, ничего страшного. Это мы потом подправим наждачной бумагой. Что эту край я буду заравнивать вручную. Вот таким образом мы свели и подклеили. Мы здесь собрали, подклеили, вынимаем иголки, пока они нам не нужны. И вот эту часть, если у вас есть специальный инструмент, как, допустим, у меня, допустим, такой валик, можно пройтись это все валиком, проклеить, поджать. Нету, берете молоточек и вот так вот потихонечку простукиваете молоточком, чтобы все хорошенько здесь схватилось и село. Повторяю, все, что вам необходимо для занятия кожей, у вас есть дома. Я практически в этом уверен. И нужно приклеить эту часть к этой части. Но вот эта часть, нижняя часть кожи, она грубая, клей хорошо ложится. Вот эта часть лицевая, она заглажена, обработанная, поэтому клей будет к этой части будет приклеиваться плохо. Для того, чтобы нам хорошо приклеились обе части друг к другу, мы должны немножко сделать вот эту лицевую часть грубой. Она не будет видна, заклеится, поэтому мы просто ее сделаем грубой. Сделать грубой можно и так вот. Да? То есть не нужен специальный инструмент, но если у вас есть специальный инструмент, вот такая вот штучка, то это еще удобней. Все. Вот таким образом мы сделали часть, которую будем подклеивать, с грубой. И сюда можно нанести клей. Опять 8 минут ждем. Как я и говорил в начале видео, нитки для прошивания могут быть, желательно использовать, конечно, специально, вот такого типа. Это нитки, которые пропитаны воском, вощеные. Они отличаются и по материалу изготовления, и по диаметру этой нитки. Допустим, вот эти нитки я купил совсем недавно. И это нитка фирмы Galasys 0,8 мм. И я просто даже еще не пробовал ее прошивать. Попробую это уже для себя. Хочу посмотреть, как она будет смотреться на таком небольшом изделии. Нитка толщиной 0,8 мм. Потому что до этого я прошивал изделие, обычно нитка 0,55 мм. Для шитья я буду использовать, скажем так, правильные иголки,
которую используют в кожевенном деле, это вот такие вот иголки, которые имеют затупленный кончик. Ну, а вы, естественно, в доме, если у вас пока нету таких иголок, можете использовать просто обычные иголки. Попробовать для того, что попробовать, я думаю, этого будет вполне достаточно. Но аккуратно, потому что она будет, естественно, колоться. Эти чуть меньше колятся. Для шитья нужно использовать 2 иголки. Я вам покажу, как это шить. Первое. Нужно понять, какой длины нитку нам брать, потому что иголки, она отрезается один раз, вправляется в иголки, и уже изменить длину нитки потом не будет возможности, потому что качество прошивки дает в том числе и тот момент, что и нитка, которая используется для прошивания, она цельная, то есть она нигде не стыкуется в каком-то в этом шве. То есть один шов обычно используется одна нитка, то есть все это прошито одной ниткой, без всяких стыков, чтобы это было красиво и качественно сделано. Но нужно отгадать, понять, какая длина нитки должна использоваться. Это очень элементарно. Берем изделие, замеряем примерно длину шва. Вот она, вот эта вот нитка, это у нас длина шва. И таких длин шва должно быть примерно, чтобы точно не ошибиться, как минимум 3, а я всегда делаю чуть-чуть больше, там 3,5, или даже иногда, когда изделие довольно толстое, когда много кожи, то даже 4 можно использовать. Но я вот возьму там 3,5. 3,5 длины шва, который мы сейчас будем прошивать. Вот мы ее отрезали. То есть все, нитка отрезается один раз. Вот эту мы нитку будем заправлять в иголки. Заправлять в иголки элементарно. Вставляем в иголку. И дальше такой трюк делается. Чтобы она держалась хорошо, мы берем, вот заправили, протыкаем иголку через середину нитки. Вот так вот. И еще раз протыкаем. То есть получается вот такая вот петелька. То есть нитка вошла в ушко, и 2 раза мы проткнули эту иголку. Потом сдвигаем вот к этому краю, вот таким вот способом. И деремся вот за этот кончик, и просто вот так вот вниз его дергаем. И у нас получилась вот такая конструкция. Нитка, которая в этом игольном ушке очень хорошо вот этими 2 продеваниями через себя, она очень хорошо здесь держится, и она не выскакивает. Мы добились того, что эта нитка твердо находится в этой иголке. Не ездит, и мы не боимся, что она выскочит. То же самое делаем и с другой иголкой. Все, у нас нитка с иголками подготовлена для шитья. Само шитье, изделие маленькое. У нас ничего в доме нет, потому что я использую обычно так называемый шорный пони. Это, по-простому говоря, тиски, в которые зажимается изделие, и удобно прошивать. У нас будем считать, что шорного пони нету, поэтому я буду прошивать его на руках. Определяем, где у нас лицевая сторона. Наверное, лицевая сторона это вот это, а может быть вот это. В принципе, это не важно. Мы просто начнем шить вот с этой стороны и закончим это изделие прошивать вот здесь вот в конце. Для того, чтобы понять, чтобы в этом месте всегда будет большая нагрузка, мы сюда будем вставлять карточки. Поэтому вот эти первые 2 стежка прошиваются как бы дважды. И конечные 2 стежка прошиваются дважды, чтобы оно нагрузка, потому что вот здесь вот вставляем карту, и это будет всегда работать на отрыв. Поэтому мы берем иголку, не в первое отверстие вставляем, а во второе отверстие вставляем. Вставили иголку, сравняли, чтобы длина каждой иголки, нитки, вернее, с каждой стороны была одинаковой. И прошиваем в обратку. Сюда и обратно. Все. Чуть-чуть подзатягиваем. И теперь мы начинаем шить вот в этом направлении. Будем считать, что это у нас лицевая сторона, и прошивка всегда ведется вперед или назад, но всегда с одной стороны. То есть мы берем иголку правую, допустим, в правой руке, вставляем ее сюда, продеваем. И правая рука. Я буду шить с правой стороны правой рукой. И вторую иголку вставляем в это же отверстие. Продеваем. Подтягиваем. Смотрим, чтобы аккуратно стежок лег, чтобы он красиво был.
И начинаем прошивать. Дальше сидельный шов. Можете смотреть мое сейчас видео, либо видео, которое у меня есть на канале, там, как я показывал, как шью сидельным швом. Либо есть на интернете миллион видео, где показано, как правильно прошивать сидельным швом. Как правильно вдевать иголку, как правильно перекидывать нитку. И делаем опять следующий шов, вернее, следующий стежок правой рукой в отверстие, проделе, не до конца. Вот я держу пальцами вот так вот, натягиваю эту нитку. Левой рукой иголку. Проверяю, что ниточка спокойно ходит, она не продета. Перебрасываю правой рукой через иголку нитку и вытаскиваю. Теперь у меня получилось так, что как бы нитка внутри вот этого отверстия, она вот так вот переплеталась, получился узелок. Просто узелок. И это будет помогать тому, чтобы эта нитка там более держалась. Даже если вдруг где-то разорвется, она не сразу распустится целый этот шов. На самом деле сейчас это выглядит немножко коряво и некрасиво. Но поверьте мне, когда у вас будет опыт, и у вас будет получаться более быстро, а если вы купите шорного пони, когда вы не будете на весу все это прошивать, у вас будет это вообще очень быстро делаться. Все. Стежок готово. Ну вот, я дошил практически до конца. Последний стежок опять делаем на двойной, чтобы был покрепче. И я сделал небольшую ошибку. Поторопился, начал шить сверху вниз сюда. И сейчас подумал, что лучше бы была прошивка отсюда вверх. И мы бы тогда этот узелок могли бы спрятать, конец нитки. Вот там вот мы имеем к нему доступ. И можно было бы его здесь спрятать, и был бы красивенький такой завершенный шов. Но ничего страшного. Почему? Потому что я покажу, как можно сделать, закончить. Вдруг иголка или нитка туго идет в отверстие, можно всегда использовать такой инструмент. Значит, смотрите. Я прошил. Делаю два варианта окончания прошивки. Все, мы прошили, шов готов. Получилось. Отрезаем, оставляем буквально где-то несколько миллиметров, там 3-4 миллиметра здесь. И, наверное, чуть-чуть поменьше на этой стороне. Значит, вот у нас остались там две ниточки. С этой стороны я сделаю, как делают во многих видео. Я подожгу эту нитку и заправлю ее. То есть мы ее поджигаем и вот туда чуть-чуть вот так вот заправляем. С этой стороны я сделаю по-другому. Я вот в это место капню клея дам. Вот. И эту ниточку заправлю сюда. Тоже два варианта, как можно закончить, и чтобы это выглядело более или менее прилично. Практически вы не будете видеть эти иголочки, окончание этих ниток. Если было наверху, повторюсь, мы этот узелок бы спрятали бы вон туда вниз. Так, изделие у нас почти готово, но не готово. Верхняя часть карт-холдера мы обработали, край обработан, приличный. Внутренняя часть вот этого мы обработали, край хороший. Но у нас остается необработанная вот эта часть. И я говорил, что мы ее обработаем каким-то другим способом. Другой способ, ничего хитрого в этом нету. Любая наждачка, любой такой вот брусок, губка, все что угодно можно для этого использовать. Берем губку и просто вот таким способом шлифуем. Если у вас как бы лень все это делать вручную, надо аккуратно, чтобы просто не перешло это на кожу вот в этом месте, просто шлифуем вот таким способом. Если лениво все это делать вручную, то все это дело можно делать механизированным способом, вот такой вот шлифовальной машинкой. Ну вот, я думаю, достаточно. Я заровнял этот край шлифовальной машинкой.
Может быть, не совсем аккуратно получается. Естественно, если бы я это делал крамкорезом, это было, смотрелось бы более аккуратно, более красиво. Но я этого делать не буду специально. Теперь мы берем 1000-ю наждачку. И этой наждачкой мы заглаживаем, чтобы эти краешки и кромка была у нас более такая гладкая, заглажена. Ну вот и все. Край мы обработали. Теперь остается его обработать. Можно использовать, как я и говорил, воду, клей КМЦ, клей ПВА с водичкой. Я опять буду использовать мое любимое Токанова. Если у вас нету сликера, вполне реально можно загладить любой тканью. Наше изделие готово. Ну вот видео подошло к концу. В нем я, может быть, чересчур излишне подробно, но все-таки, надеюсь, это было и полезно для начинающих кожевенников. Показал, как при помощи инструмента, который найдется в каждом доме, можно сшить вот такое вот элементарное изделие, карт-холдер, который будет долгие годы радовать вас, либо ваших близких, родных, друзей, которым это изделие подарите, преподнесете как презент. Ничего в этом чересчур сложного нету. Это увлекательное занятие, поэтому я вас призываю, не бойтесь, пробуйте, у вас все получится. Ну и те люди, у которых есть 3D принтер, вы сами увидели, что это в принципе возможно попробовать что-то новое для себя. Надеюсь, это видео все было полезно. Если это так, прошу вас, поставьте лайк этому видео. Если это было бесполезно, неинтересно и очень долго, поставьте этого видео дизлайк. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, давайте общаться. Надеюсь, все будет хорошо у вас все получится. Всего вам доброго, берегите себя и до новых встреч.